Всем привет! Я надеюсь, что вы меня узнали. Это все еще я, но с новой карантинной прической, потому что все парикмахерские закрыты, и я психанула, да. Я психанула и постригла свои шикарные волосы и сделала себе не менее шикарную прическу. Да, вот с этой частью волос я немножко погорячилась, но я думаю, ничего, отрастут очень быстро. Я сегодня решила записать видео для вас со своего нового рабочего места. Как вы, наверное, помните, я была в процессе переезда. Это была одной из основных причин, почему я перестала выкладывать видео за последние несколько недель, или даже месяц назад я выкладывала последнее видео. Но спасибо вам большое, что вы все еще смотрите меня, вы все еще подписаны. И сегодня я просто решила порисовать с вами, поговорить на какие-то отвлеченные темы. Я постараюсь не затрагивать тему, потому что это уже, мне кажется, всех досталось вообще минимальное количество действительно адекватных людей, потому что очень многие стали резко высказываться по поводу каких-то, не знаю, действий других людей, другого слоя населения, и мне это очень не нравится, когда люди говорят кому-то, как они должны жить. Это все-таки жизнь другого человека, и не надо ему говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Этим должны заниматься родители, а не больное зачастую общество. Вот. И с моим переездом сейчас здесь я очень боялась, что я буду тут скучать, и я буду долго искать себе друзей в связи со всем вот этим вот безумием мировым. Но нет, на удивление, Вселенная хоть и дистанционно, но знакомит меня с хорошими людьми. И это очень здорово. Очень многие люди... Сейчас я сделаю самое интересное здесь. Я в целом хочу сказать, насколько это важно чувствовать, что ты на своем месте. Сейчас я это ощущаю как никогда хорошо, когда ты понимаешь, что ты движешься в том направлении, в котором ты должен, по идее, был двигаться несколько лет назад. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Поэтому я стараюсь не грустить по этому поводу. Видите, как они получились красотень. Теперь на этом фоне можно писать все, что угодно. А почему цвета? Белый, синий, красный, потому что это цвета нашего флага. И мне это очень нравится. Ну так вот. Это очень здорово, когда ты можешь, наконец, избавиться от того, что тебя сковывало в прошлом, от того, что ты исполнял чужие мечты, что ты помогал кому-то осуществлять его задумку, мечту, цель жизни. Но сейчас я решила сфокусироваться только на себе, и это очень сложно для меня лично, говорить «нет» людям, которые привыкли слышать от меня только «да, я помогу, да, все будет хорошо», но это очень сильно вредило мне, это очень сильно вредило моей семье. Я понимаю, что для нормального человека это может звучать странно, вроде как, что значит ты сейчас живешь для себя, что до этого нельзя было жить для себя, в чем-то проблема, почему у тебя такие сейчас метаморфозы, когда
нужно было это делать изначально, с самого, грубо говоря, рождения, со школы еще, понимать, что ты хочешь, и делать, двигаться в этом направлении. Подождите, все не так просто. Очень много моих американских друзей, парней имею в виду, они отмечают, что русские девушки, они безумно альтруистичны. И это является одним из самых больших плюсов, самых больших поводов, почему американские парни ищут именно русскую девушку себе в жены. Потому что они понимают, что русская девушка, она будет верна, она будет жертвовать собой ради семьи, ради детей, то есть она не побежит на работу спустя несколько месяцев после рождения ребенка, она будет сидеть с этим ребенком, она будет за ним ухаживать, она будет кормить семью только полезными органик продуктами, всем очень таким вкусным на пару, замечательно вкусно приготовленным. Будет несколько блюд каждый день. И в целом она будет окружать заботой всю семью, и детей, и, собственно, мужа. И вот очень многие мои друзья-американцы ищут такую жену и хотят вот быть окруженными этой заботой, хотят, чтобы ими восхищались, потому что русская девушка, она восхищается всегда своим супругом, восхищается детьми, она вкладывает всю себя в семью. Также русская девушка очень хорошо проявляет себя на работе, когда она может, например, подменить человека, который хочет там поработать, например, не работать, точнее, в какой-нибудь из выходных, но тут в коллективе есть русская девушка, которая всегда может сказать: конечно, я поработаю, да без проблем вообще, все. Ты можешь всегда ее попросить, и она никогда тебе не откажет. Мои подруги-американки, если им действительно неудобно работать в какой-либо из дней, когда им предлагают, они откажутся, они не будут жертвовать собой, своей семьей, своими интересами ради того, чтобы кто-то там отдохнул в течение недели, подменив его. А наши русские девушки такие добрые, они всегда помогают, всегда готовы прийти на помощь, отдать себя в жертву. Но в конечном итоге, как правило, судьба с такими девушками очень жестоко обращается. Она никогда не платит им той же жертвенностью в ответ. И, как показывает практика, многие из людей, которым эта девушка помогает, они в конечном итоге остаются еще и недовольными той помощью, которую эта девушка им оказала. Поэтому это огромная проблема, мне кажется, всего женского населения России. Есть, конечно, среди жителей мегаполисов девушки, которые знают себе цену, которые не будут так жертвовать собой, своими интересами, но все равно в основной массе наши девушки именно такие. Альтруистичные, мягкие, податливые и даже, я бы сказала, немного неуверенные в себе. Так вот, когда ты живешь в обществе, которое постоянно тебе говорит о том, что ты девочка, ты должна то-то, то-то, ты должна слушать старших, ты должна вести себя как девушка, как девочка, ты не должна, я не знаю, заниматься каким-то мужским видом спорта, ты должна учиться готовить только, даже если ты ненавидишь готовить, ты должна учиться готовить. Ты должна уметь пеленать ребенка. Да, девочек с раннего детства учат, как следить за маленькими детьми, для того, чтобы якобы в будущем тебе будет легче. Но вот я, например, по себе скажу, что в детстве, да, я сидела с маленькими детьми, но этот опыт мне абсолютно никак не помог с моими детьми родными, потому что это абсолютно вообще это другое, вообще все абсолютно другое, когда ты нянчишь своих детей. Но время в детстве уже было потрачено вот на эту ерунду, на это навязывание чужих каких-то ценностей, чужих приоритетов, когда тебе могут сказать в школе, как упрек, то, что тебя никто не возьмет замуж, и
твои там соседки по парте будут над тобой ржать, говорить, хо-хо, и никто замуж не возьмет. Это очень странно, да. Почему учитель считает, что главное достижение в жизни девочки — это выйти замуж? Так вот, когда ты оканчиваешь школу, затем оканчиваешь университет, то вот эти все годами вбитые тебе в голову чужие ценности, это альтруистичность, то, как тебе говорят, как ты должна себя вести, это все очень сильно мешает жить. И когда у тебя приходит время для каких-то очень важных решений, то они все могут выплывать из твоей памяти и сеять в душе неуверенность, какую-то, знаете, как даже сказать, не знаю, какое-то ощущение, что, возможно, это не совсем то, чем бы ты хотела заниматься. Наверное, неуверенность все-таки, да. В общем, ты становишься очень таким человеком, как бы ищущим себе того, кому ты должен жертвовать свою жизнь. То есть, если этот человек ты сам, то это неправильно. Тебе очень сложно ставить себя в центр стола, себя в центр твоего личного мира и помогать только себе достигать результата. Тебе обязательно должен быть кто-то, навязанный обществом, которому ты должна прислуживать, которого ты должна любить и обожать, или ради какой-то цели, которую тебе то же самое общество навязало, ты должна все делать. То есть ты должна вот костьми лечь, но выйти замуж. Или ты должна постоянно подчиняться боссу, даже если он не прав, жертвовать своим временем ради того, чтобы заменить своего коллегу, который не хочет ходить на работу, там, не знаю, по пятницам и бухает там, и ты знаешь об этом, но ты хочешь быть хорошей, доброй в его глазах, и он тебя никогда не оценит. Нам страшно взять свою жизнь в руки, потому что мы привыкли, что кто-то за нас берет нашу жизнь в руки и заставляет нас помогать этому человеку достигать его цели. То есть мы сами, как единица общества, мы не чувствуем себя таковыми. Я понимаю, что мне сейчас многие напишут, русские девушки, о том, что я не права. Окей, хорошо, пусть я буду 1000 раз не права, тем более девушка с такой прической может быть явно, может быть не права, да, и в такой майке алкашки. Но извините, что был чистая в карантинном доме, то и надела. Я реально как из рехаба вернулась. Правда, смотрите на меня, я была в рехабе. Я назову это название, я назову это видео, я была в рехабе. Кликбейт был. Вот. Но что самое интересное, когда ты берешь свою жизнь в руки, когда ты начинаешь реально действовать по плану, который ты сама себе придумала, который ты сама себе составила, ты понимаешь, что ты идешь в нужном направлении, вся вселенная начинает тебе помогать. И другой вариант, когда ты начинаешь вот этими маленькими шажочками двигаться в направлении к своей цели, и такое ощущение, что тебе все мешать начинает, только хуже становится. И это такая вторая сторона медали, когда это тоже является положительным знаком. То, что ты все делаешь правильно, но Вселенная, она как будто бы специально тебя проверяет, чтобы понять, что ты действительно готов к изменениям, что ты готова начать жить свою жизнь, что ты готова начать жить своей жизнью, что ты готова писать свою собственную книгу жизни. Она проверяет тебя еще раз, а действительно ли ты готова. И вот у меня было оба варианта. Вначале у меня был вариант, когда мне очень многое мешало, и я в итоге сдалась все-таки, продолжила жить старой жизнью. Но сейчас, когда я делаю такие очень решительные шаги, когда я делаю очень много всего для достижения своей цели, я, говоря, Вселенная, она видит то, какие огромные шаги я делаю, как я перехожу через себя, перешагиваю через свои какие-то качества, которые до этого мне мешали почувствовать уверенность. Грубо говоря, даже вот эта вот стрижка моих волос, я так всегда боялась это сделать, мне всегда так хотелось, да, укоротить свои волосы. Надо было все-таки, наверное, в парикмахерскую сходить, но все равно я это сделала, и
Вселенная такая посмотрела и говорит: ого, ни хрена себе, девочка, ну ты даешь. Так и быть, я тебе помогаю, все будет хорошо. И мне очень хотелось бы сейчас сказать одну вещь для тех, кто стоит на пороге каких-то глобальных перемен, но очень боится сделать первый шаг. Не бойтесь, просто сделайте это. Делайте и посмотрите, как на это отреагирует Вселенная. Сейчас вообще самое лучшее время, мне кажется, для того, чтобы начать жизнь заново. Потому что мир, который был до, он уже таким не будет, к сожалению. Впереди нас ждет огромный экономический кризис, впереди нас ждет много всего интересного. Но самое главное, конечно, чтобы все были здоровы. Это самое лучшее время для того, чтобы это сделать. Заняться, во-первых, будет чем? Во-первых, будет чем заняться дома, и вы сможете спокойно выйти в карантин. Во-вторых, я бы хотела вам посоветовать не стричься дома. А то будете как я, которая только что вышла из рехаба. В общем, ладно, я сейчас сделаю тубнейл и загружу это видео на YouTube. Такое сумбурное, немножко странное, но я надеюсь, что вам оно понравилось, оно как-то вас зарядило, и вы теперь понимаете, почему многим русским девушкам не хватает уверенности в себе, и почему русским девушкам нужно помогать почувствовать себя одной такой целой, неделимой единицей. То есть не нужно играть на этом альтруизме, который у нас в крови. Наоборот, старайтесь помочь вашей женщине, вашей подруге почувствовать себя человеком, наверное. Все очень просто. В общем, ребят, да, спасибо большое за просмотр. Такая-то у меня картина получилась. Все вылилось. В общем, пойду мыть руки. Такая картина у меня получилась. И надеюсь, что увидимся с вами совсем скоро в новом видео. И ставьте лайки, что еще могу просить. Подписывайтесь на канал. Здесь скоро будет очень много всего интересного. Всем пока-пока. И пишите обязательно в комментариях ваши догадки, куда же я переехала. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.